Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Знаете ли вы свою будущую жену? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Работа, работа, весь в работе. Вы сейчас с головой ушли в работу, потому что работа это, к сожалению, пока ваша единственная, отдушина, что ли, да? Я не могу сказать, что у вас прям денег куры не клюют, но в принципе для жизни вам хватает. Плюс вы еще детям помогаете, кто-то родителям помогает, да? Вы вообще такая щедрая душа, что вот даже если у кого-то там братья, сестры, друзья, приятели попросят деньги, вы с легкой рукой, так абсолютно не жалея, помогаете и деньгами, и вообще. Настолько вы вот бескорыстный человек. И что интересно, я вот наблюдаю, знаете, из расклада в расклад, раньше как-то у нас довольно часто вот вы выпадали императором. Сейчас у нас все больше тенденция идет, что вы король жезлов, да. Кто у нас такой король жезлов? Это довольно активный человек, может проигрываться даже огненный знак зодиака, да. Вы страстный, вы сексуальный, вы деятельный, вы такой живчик, вы крутитесь на одной ноге, как говорят, да, фигаро тут, фигаро там. Вы нравитесь женщинам, хоть, возможно, вы этого особо не хотите замечать. Может проигрываться, что некоторые из вас еще все-таки имеют надежду помириться с бывшей. Вы обдумываете, как помириться, да, стоит ли ждать от нее шага, либо же самому проявиться, потому что, не можете вы ее отпустить. Вот вы смотрите в прошлое, вы вот, что бы она вам ни делала, несмотря ни на что, вот как будто наваждение вас тянет к ней, да. Это может быть даже еще, знаете, не то чтобы потерянное вообще общение. Вы можете общаться даже с бывшей, но как-то вот вы не знаете, на какой козе подъехать и как с ней помириться. Это для тех, я говорю сейчас, кто еще не может выбросить, да? Другие же из вас, опять же, да, помним, что это общий расклад, другие из вас абсолютно как-то не суетятся по поводу личной жизни. Вот идет, как идет, да, появится, так появится, не появится, значит, судьба такая. Абсолютно не вижу, что вы, как говорят, что вы паритесь по этому поводу, да. Абсолютно это вас как-то не расстраивает, потому что наелись, потому что надоело, потому что была боль, может проигрываться, потому что у вас был очень болезненный, конфликтный, такой скандальный развод, и вы больше не хотите никаких отношений. Это может быть и довольно временный момент, потому что свежий такой развод был, либо же осадочек до сих пор остался, даже если это было давно. Так, что же еще происходит? Что нам расскажут? Может проигрываться, что вы связаны как-то даже с армией, вот с погонами. Вы человек очень такой компанейский. Может даже проигрываться, что вот по работе как-то вы то ли, я не знаю, то ли это у кого-то это кабинет, да, что вот вы сидите, вас несколько человек, либо же это отдел, да, то есть несколько человек по работе вы тесно связаны, вот как-то тесно контактируете, отдел почему-то мне больше идет, да, у каждого, конечно, своя работа. Именно это, знаете, вот у вас идет, что вы и работаете вместе, вот вас, пусть там несколько человек, 3-4 могут быть даже в этом отделе, женщины, мужчины, да, и вы довольно неплохо, как сказать, находите общий язык, да, у вас нет особых конфликтов, вот вас несколько человек по работе, да, что вы даже в чем-то дружите, приятельствуете, вы можете обратиться за помощью, вы можете где-то посидеть, да, праздники какие-то отметить. То есть такой вот вы человечек очень дружелюбный, очень общительный, очень компанейский, да. Грусти, печали абсолютно не вижу. Плюс вот еще в вашей жизни появляется новая женщина, кстати, тоже королева жезлов.
О чем она нам говорит? О том, что она так же, как и вы, да, харизматична, активна, сексуальна. Она нравится мужчинам. Она всегда знает, чего хочет. Она может смело держать свой бизнес. Она такой хороший вот управленец. Она может контролировать других людей. Она среднего возраста, ну, роста где-то тоже плюс-минус так средний. Она очень такая, ну, любвеобильная женщина, хорошая страстная любовница, тоже огненный знак, поэтому два огненных знака – это взрывная смесь. Вы можете представить, что вас ждет. Даже в том же интиме, да, вот когда сходятся два огненных человека. Давайте смотреть, что же будет у вас. А потом в конце на закусочку я скажу все-таки, знаете ли вы эту женщину или нет. Вы знаете, что я люблю интриговать вас иногда. Так, она в разводе, ну, либо же у нее был гражданский брак, и она просто разошлась. Довольно тяжело она это все переживала, очень болезненно. Здесь, скорее всего, измена у нее проигрывается от мужчины. Она довольно компанейская. Вот понимаете, что я вижу? Очень много черт, схожих с вами. Помимо того, что вы два огненных знака, да, у вас очень много повторяется, вот перекликается вот событий в жизни. Она тоже компанейская, она очень веселая, общительная, она абсолютно не домоседка. Но это не значит, что она гуляка, нет. У нее есть свои друзья-приятели, с которыми она может, знаете, вот просто в гости сходить, посидеть, либо же к себе пригласить, либо поехать вместе, я не знаю, там, ну, в кафе, на природу, вот, семьями, когда дружат, вот в таком плане. Еще, знаете, вот, когда вы с ней будете, вы будете вот реально, как будто вы будете дружить вот с семьями, да, вот две пары в отношениях, особенно вот вчетвером вы будете очень близко, очень тесно связаны. Это может быть даже, кстати, вот как-то перекликаться, что то ли вы работаете вместе, да, вот, ну, по работе вот как-то связано, что вот, либо же это схожая работа, вот там, где вы работаете, там и этот мужчина работает, там, где она работает, там и вторая женщина, ну, то есть как-то вот по деятельности вы будете перекликаться, да, вот, то есть у вас будут схожие интересы, помимо того, что вы будете дружить вот вместе, вы еще по профессиям своим будете вот как-то связаны. Так, что же это за женщина? Что же она вам подарит? Смотрите, она очень нравится мужчинам, она красотка. Мужчины вообще как-то по жизни, даже у нее были такие ситуации, когда, ну, чуть ли не сражались за нее мужчины, понимаете? Она такая, которая заставляет мужские сердца трепетаться. Вот бывают такие женщины, которые, ну вот, ну реально какая-то, то ли это энергетика, то ли я не знаю, какая магия, мистика, что, знаете, как говорят мужчины, на нее смотришь и уже хочется. Вот из такого разряда эта женщина. У нее были в жизни даже такие моменты, когда мужчины, ну реально, вот она встречалась, допустим, с одним, появлялся другой ухажер, ну я имею в виду не любовник, а просто симпатия, вот симпатизировал, что у нее стычки ревности из-за нее были, да, вот мужчины не могли ее поделить. Не потому, что она такая неверная, а вот именно боролись за нее, вот каждый себе хотел эту красотку урвать себе, да. Это женщина, которая, знаете, вот она какой-то период, она не будет так легко и просто вступать вот в отношения. Я вам скажу, она вам голову поморочит. Ну, в хорошем смысле слова. Вот она будет как-то держать вас немного на расстоянии, да, вот, как говорят, вот как кошка с мышкой играет, но она не будет играть. Она будет вас держать просто потому, что будет вас изучать и присматриваться. Она захочет вас вот изучить, ваши действия, поступки, повадки, да. Это будут такие вот манипуляции во благо с целью изучить. Пусть вас это не пугает абсолютно, это нормально, потому что, как я уже как-то говорила, в этой жизни все всеми манипулируют.
Запомните это. Кто-то во благо манипулирует, да, кто-то во зло, да, вот есть белая сторона, есть черная, то есть с разной целью можно манипулировать. То эта женщина, она будет манипулировать во благо, да, вы ей понравитесь, все. Вы будете для нее таким, знаете, ну, как вот свет в конце тоннеля. Но опять же, она из-за своих вот тяжелых отношений, которые она пережила, она будет присматриваться. Она не будет прыгать сразу в койку. Она не будет бегать за вами. Она не будет вообще поначалу показывать свой интерес. Хотя вы очень интересны. Я не могу сказать, что это будет любовь с первого взгляда. Конечно же, нет. Это женщина, которая будет очень осторожно входить в отношения, просто чтобы не обжечься. Опять же, еще может проигрываться, что у нее родители были не в очень таких вот хороших отношениях, поэтому она, помимо того, что она из детства видела вот не очень такие любвеобильные, скажем, отношения, не очень хорошие родительские отношения, плюс она свои пережила, то есть у нее такой, знаете, двойной удар. И вообще я вот как-то, знаете, вот немного отступлю. Почему-то мне сейчас пришло, что чем больше я вот слушаю вот эти все любовные истории людей, которые ко мне обращаются, тем больше я понимаю, что, наверное, нет нетравмированных людей. Вот психотравма есть у всех. Просто они немного отличаются друг от друга. У кого-то она с детства, у кого-то она в более осознанном возрасте, а у кого-то два в одном. То есть все мы, в принципе, травмированные. У всех, я думаю, наверное, практически у всех была и неразделенная любовь. Были и предательства, и обманы. А это все психотравма, из которой каждый человек выходит, конечно же, по-разному. Поэтому у этой женщины тоже была очень непростая судьба. Женщина, которая, знаете, вот она не транжирка, она умеет, ну, даже копить деньги. Вот, знаете, у меня почему-то ощущение, что она собирает деньги на что-то важное. Может быть, дом она хочет купить, квартиру, да, вот, ну, на какое-то такое большое благое дело. Она не транжирка, она не корыстная, можете не переживать. Как она будет к вам относиться? Давайте смотреть далее. Очень тепло, очень светлый человек. Вот, посмотрите, наш любимый император. Вы себя почувствуете с ней тем самым императором, которым вы вообще являетесь по жизни. Да, вы выпали у нас в начале расклада королем жезлов, но этот король жезлов плюс еще и император, да, вот вы почувствуете свою внутреннюю силу, уверенность, да, вот уверенность в завтрашнем дне. В этой женщине вы перестанете сомневаться. Вот если даже вы сомневались до этого вообще в женщинах, да, вот она настолько как-то, ну чуть ли не сознание ваше переключит в другую сторону. Вот вы поверите в себя, вы поверите в женщин, да, вы поверите в любовь. Плюс потрясающий секс, который у вас будет с ней, да. Это все такой, знаете, тандем, о котором только хочется мечтать. С этой женщиной, смотрите, даже если у вас были вот проблемы финансовые, это не, ну, не беда, да, так скажем. Она не будет заморачиваться, что у вас, допустим, не очень такой большой достаток. Это не женщина, которая охотится за деньгами. Абсолютно нет. Вот она как раз из тех, которые подставят свое хрупкое плечо, когда у мужчины есть проблемы. Да, некоторым покажется это из области фантастики, но тем не менее такие женщины есть. Между прочим, я такая, скажу по секрету. Вот. Такая женщина, вот она, знаете, она всегда поддержит и словом, и делом, да. Вот такая женщина, это не только вот жена, любовница, это еще и надежный друг. Это друг, на которого можно положиться, которого нельзя, знаете, нельзя стыдиться, вы ее не будете бояться, не стыдиться ничего. Это женщина, ради которой вы будете готовы не то что горы свернуть, звезду с неба достать. Понимаете, это женщина, которой можно прийти и рассказать, что у вас проблемы, что у вас, допустим, там что-то болит, что у вас какие-то неприятности.
Она выслушает, она поддержит, она будет надежной такой защитой, поддержкой, да, вот именно защитой я имею в виду от окружающих, да, вот я как-то приводила пример, что если весь мир будет против вас, она будет стоять за спиной и подавать патроны, вот в таком духе. Она всегда будет на чеку, да, вот чтобы у вас было, знаете, и что покушать, и свежая там рубашка, свежая футболочка, чтобы все было, брючки наглажено, все, да. Вот такая женщина, она будет всегда такая, знаете, вот именно верная подруга во всем. Вот куда вы, туда и она, вот как иголка и нитка. Просто до мурашек. Боже, сижу, и у меня прям мурашки побежали, честное слово. Настолько вот идет теплый расклад, ну, по солнышку у нас и не может быть по-другому. Поэтому, ребята, а теперь, конечно же, барабанная дробь. Знаете ли вы эту женщину? Нет, вы ее не знаете. Это будет новая женщина. Это будет совершенно незнакомая для вас дама. Но она подарит вам столько ощущений, столько счастья, тепла и комфорта, да. Это не потому, что я пытаюсь там что-то вам сказки рассказывать, лить в уши, льстить, да, вот абсолютно нет. Я говорю то, что вот я вижу по картам, да. Если выпадает что-то плохое, я это говорю. К счастью, плохого очень мало выпадает у нас в раскладах. Но тем не менее, знаете, очень хочется, чтобы все эти хорошие вот расклады, все эти хорошие такие теплые моменты, вот которые у нас иногда выпадают, чтобы они у вас воплотились. Вот хочется, знаете, вот обогреть я всех, конечно, не могу, но хочется каждому из вас пожелать любви, именно взаимной любви, взаимного счастья, чтобы глаза сияли, чтобы у вас такая безумная мотивация появилась, что хотелось бы горы сворачивать. Это такое суперское ощущение, когда ты любишь и когда ты любим, да? Я вам всем искренне желаю наконец обрести свое счастье, обрести покой, да. Для мужчины это очень и очень важно, когда ценят то, что ты делаешь, да, когда тебя любят, когда тебя поддержат. Это так классно. Я вам всем желаю любить и быть любимыми. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!